Михаил Петрович, фермер с 30-летним стажем, гордился своим хозяйством так, как многие гордятся семьей. Не за красоту каменных стен или за новизну техники, а за людей и животных, которые трудятся рядом день за днем. Но главной его гордостью был Гром. Огромный племенной бык весом почти в тонну. Черный как смоль, с литыми мускулами и взглядом, будто вырубленным из камня. Он внушал страх не только соседям, но и оружейной молве сельских легенд. Однако хозяин знал цену легендам и цену силе, которая окрыляет и пугает. Гром слушался Петровича беспрекословно. Слышал его голос даже на расстоянии. Читал жесты и повороты головы, как старшего товарища, а не как дикого зверя. Их связь была не просто хозяйственной. Она выстроилась на взаимном доверии, на долгой совместной работе и на редкой способности видеть в другом не угрозу, а друга. Петрович вырастил Гром с самого крошечного теленка, кормил с руки, говорил ему тихими словами между дневными работами и вечерними доворотами по коровнику. Когда мальчишкой он впервые привел его к загону, бык не дрогнул и не зашевелился, только внимательно посмотрел, будто пытался прочесть в человеческой душе, зачем ему столько труда и внимания. В те годы Михаил учился терпению. Он понимал, что в быке, который может за 1 секунду перевернуть трактор с лёта, есть нечто большее, чем сила. Там живет память о детстве, о той самой воле к жизни, которая держит на плаву не только дом, но и все хозяйство. В тот душный июльский вечер Петрович, как обычно, зашел в загон, чтобы насыпать корма. Солнце уже садилось за линию дальних холмов, и пыль поднималась над полем, когда он шагал по теплой земле, уверенный, что знает каждый камешек на пути к ставу и обратно. Он шел уверенно, не ожидая подвоха. Но сегодня Гром вел себя странно. Вместо приветственного мычания бык вдруг опустил рогатую голову, начал яростно рыть копытом землю и издал глухой утробный рев, от которого задрожали стены сарая и поплыло тепло от ливня усталости по спине. «Ты чего, сынок?» — удивился Петрович, делая шаг вперед. Реакция зверя была мгновенной и страшной. Гром рванул с места. Тонна живого веса ударила его не рогами, а широким лбом. Бык с силой впечатал хозяина в деревянную стену сарая. Удар вышиб воздух из легких фермера. Доски затрещали. Гром навалился всей массой, прижимая мужчину к стене, лишая возможности пошевелиться. Его налитые кровью глаза были в сантиметре от лица Петровича. Из ноздрей вырывался горячий пар. «Гром, пусти! Раздавишь!» — прохрипел Петрович, пытаясь оттолкнуть каменную голову. Но бык лишь сильнее налегал, буквально расплющивая его. На шум выбежала жена, Анна. Увидев, что огромный бык убивает ее мужа, она закричала от ужаса. Не раздумывая ни секунды, женщина бросилась в дом и вернулась с охотничьим ружьем. Руки ее тряслись. Она любила этого быка, но муж был дороже. «Отойди от него! Убью!» — в слезах закричала она, взводя курок. Она прицелилась прямо в ухо разъяренному зверю. Гром, услышав лязг затвора, замер. Он скосил глаз на женщину, потом снова на хозяина. И вдруг сделал шаг назад. Медленно, осторожно. Он отступил, тяжело дыша. Петрович сполз по стене на землю, жадно глотая воздух. «Ты как, живой?» — подбежала Анна, не опуская ружья. «Застрелю, года!» «Стой!» — хрипло крикнул Петрович. «Не стреляй! Смотри!» Он указал дрожащей рукой вниз. Там, где он стоял секунду назад, и куда бык не давал ему ступить. Прямо в рыхлой земле, извиваясь перерубленным телом, лежала огромная степная гадюка. Ядовитая змея, видимо, заползла в прохладный сарай. Она свернулась в боевую пружину как раз там,
куда Петрович уже заносил ногу. Укус в такой глуши — верная смерть. Гром почуял запах змеи раньше человека. Он понял, если хозяин сделает еще шаг, он умрет. И бык принял единственное решение, доступное его звериному уму — атаковать хозяина, чтобы спасти его. Он прижал его к стене, блокируя путь к смерти своим телом, и в это же время топтал змею задними копытами. Петрович поднял глаза на своего спасителя. Гром стоял в углу, виновато опустив могучую голову, и тихонько мычал, словно спрашивая: «Ты цел, батя?» Суровый фермер поднялся, подошел к огромному зверю и, обняв его за мощную шею, заплакал. В тот вечер Гром получил двойную порцию отборного овса, а ружье Анны убралось в самый дальний ящик, навсегда запомнив урок верности, преподанный зверем. Дальше началась новая глава в их жизни. Не каждый день приносил подобную драму, но каждое мгновение было наполнено смыслом. Михаил стал уделять Грому еще больше внимания. Он не только кормил и поил, но и рассказывал ему о своих детях, о словах друзей и о тяжелых днях, когда дождь не хотел идти, а земля трескалась под копытами. Анна же после того случая стала еще внимательнее к поведению Грома и к тому, как он реагирует на смены погоды, на запахи дождей и на шум тракторов на соседних полях. Она знала, что в таком могучем звере заключен не только хозяйский характер, но и нечто большее, часть самой жизни этого края, того, что связывает людей и скот между собой, как нити в старой рыдающей ткацкой машине, которые не ломаются, пока их держит ремень дружбы и долг. Время шло. Лето сменялось осенью, затем зимой, и каждый сезон приносил свои уроки и свои испытания. Гром стал не только силой, но и учителем. Он учил терпению, потому что быку приходилось жить среди людей, чьи ритмы часто непредсказуемы. Повернуть голову, и жизнь может измениться. Он учил вниманию к мелочам, к запаху глины после дождя, к звону капель на железной крыше, к тембру голоса, когда ты называешь его по имени, и он отвечает по-особенному. В его глазах появляется искра, а в сердце понимание того, что он не просто средство производства, а часть семейной истории и памяти. Жизнь на ферме продолжала диктовать свои правила. Были дни тяжелые, засуха или непогода, когда весь труд казался бессмысленным, и было время, когда труд давал снова и снова надежду. Но в эти моменты память о том июльском вечере, когда Гром выбрал жизнь Майкла над собственной безжалостной силой, возвращала уверенность. Именно эти существа делают землю живой, приближая человека к самому себе. Со временем вокруг Грома возникла легенда. Старики на рынке шептались, что этот бык не просто зверь, а страж хозяйства. Малыши в деревне слушали, как старый сосед рассказывал, что once в их краю было место, где человек обретал друга не так просто, и этот друг, Гром, переходит через головокружительную тропу между опасностью и верностью. Гром стал символом того, что сила без верности не имеет смысла, а верность без силы не способна защитить. Петрович, хоть и сердил землю и не любил чужие глаза раздражать своим упрямством, понял на собственном опыте. Верность — это не только слова, это ежедневный выбор. Он не переставал благодарить судьбу за то, что мог держать рядом такого друга, и именно этот друг ежедневно возвращал ему уверенность. Каждый вечер, возвращаясь домой, он смотрел на Грома и говорил себе: вот он, та самая тишина, в которой можно услышать дыхание земли, и в этом дыхании благодарность за ту жизнь, которую они вместе строили. В годы, когда сыновья Петровича уходили из дома искать свое место под солнцем,
Гром оставался и настаивал на своем уютном месте на земле. Он видел, как малыши таскают к себе маленьких козлят, как коровы молчат на рассвете, как трава медленно принимает новую зелень после дождя. Он видел, как люди возвращаются с рынка с мешками и улыбками, и как его присутствие окрыляет всех вокруг. И если когда-то существовала тревога, что большая сила может разрушить мир, то этот мир на деле устроен не так. Он держится на балансе ответственности и доверия, на заботе и силе. Гром не был просто животным. Он стал символом того, как один зверь может спасти жизнь человека, как верность может стать мостом между двумя видами, как любовь к делу и к людям может превратить труд в чудо, которые случаются нечасто, но которое имеет смысл жить ради него. Деревня помнила их историю, как необычный союз между человеком и зверем учил их жить осторожно и смело одновременно. Как бык, защищая своего хозяина, не просто защищал тело, но и защищал мечту о том, что люди и скот могут существовать рядом не как враги, а как соратники в одной великой задаче — жить достойно, работать честно и беречь друг друга. Так Гром стал не просто частью хозяйства, а частью души каждого, кто когда-либо переступал порог этого двора. А Михаил Петрович, глядя на своего друга, понимал, что счастье не в богатстве полей, не в урожае, не в размере стада, а в выборе, с кем идти по жизни и ради кого держать удар. Мораль эта проста и не требует громких слов. Верность, проявленная в минуту опасности, возвращается сторицей. Верность — это не обещание, данное на словах. Верность — это решение держаться рядом, когда кажется, что мир может разрушиться. И Гром, огромный и спокойный, показал это лучше любой книги и любого ученого дела. В глубине каждого существа живет готовность стать щитом для другого, если кто-то в этом мире нуждается в защите сильнее, чем самой силе. И потому, если вам понравилась эта история, не забывайте о том, что на Земле существуют подобные Громы и Петровичи, люди и животные, которые учат нас жить дальше, даже когда казалось бы, что уже поздно. Пусть каждый наш день будет похож на вечер их жизни, спокойный, благодарный и уверенный в том, что рядом есть друг, на которого можно положиться до конца времени.